Хозяйственное мыло – продукт, изготавливаемый из животных жиров и растительных масел, который является экологически чистым. Высокий процент содержания жирных кислот делает его эффективным в борьбе с загрязнениями и бактериями, а большое количество щелочей не делает его менее гипоаллергенным. Но перед использованием необходимо проанализировать пользу и вред хозяйственного мыла. В данном видео мы рассмотрим преимущества данного продукта, а также в конце будет представлена информация о возможных противопоказаниях. Несмотря на широкий выбор бытовой химии на рынке, хозяйственное мыло остается одним из наиболее востребованных товаров, продаваемых повсюду – в специализированных магазинах, гипермаркетах, на рынках и в небольших магазинах. Несмотря на то, что оно может выглядеть не так привлекательно, как туалетное мыло, но продолжает оставаться популярным выбором для использования в быту. Хозяйственное мыло производится без добавления отдушек и красителей, но оно имеет множество полезных свойств и относительно недорого стоит. Его можно использовать не только в бытовых целях, но и в косметических и лечебных. Хозяйственное мыло является самым эффективным гигиеническим средством благодаря своим микробиологическим свойствам. Польза хозяйственного мыла известна давно, ведь это мыло способно отмыть даже мазут и масляную краску. Особенно это касается мыла с высоким процентом жирности, которое является единственным противоаллергенным продуктом из экологически чистых товаров современной химии. Состав хозяйственного мыла очень прост. Он содержит только жирные кислоты и натриевую соль, а на его основе изготавливают другие виды мыла, добавляя к этому химические красители и отдушки. Вот несколько советов по применению в сельском быту. Кулинария. Овощи и фрукты, которые принесли из супермаркета, нужно тщательно помыть. Очень кстати тут подойдет щетка для мытья овощей, намыленная хозяйственным мылом. Лечение хозяйственным мылом дома. Когда поранишься или легко обожжешь кожу, например, на кухне или утюгом, поцарапает кошка или даже собачка укусит, то нужно промыть это место не только чистой водой, но и намылить хозяйственным мылом. Бактерицидное свойство этого мыла сработает, и рана не загноится, а ожог не даст волдырей. Если у вас геморрой, то нужно регулярно подмываться холодной водой с хозяйственным мылом, аккуратно вправляя шишки на место. А вы знаете, что хозяйственное мыло является противовирусным и очень действенным средством во время эпидемии гриппа. Выходя на улицу, проносите с собой хозяйственное мыло, и даже если почувствовали первые признаки болезни, то проделайте эту же процедуру. Да, будет немного пощипывать, но это не страшно. Зато насморка уж точно не будет. Интерферон, который находится в кусочке этого простого мыла, поможет не разболеться. Окончательно известно, что обработка хозяйственным мылом пальцев ног и стопы предотвращает грибковые заболевания. Особенно это полезно делать, если вы находитесь в общественном душе, бане, бассейне. Даже если у вас молочница, то есть такое народное средство – подмываться хозяйственным мылом. Известно уже давно, что свечи из хозяйственного мыла применяют при запоре как облегчающий стул. Санитария. В прошлом, когда не было такого разнообразия средств для дезинфекции помещений и хлорка заканчивалась, мыло использовалось как своеобразный антисептик. В больницах помещения оборудование мыли хозяйственным мылом. В период войны, когда не было достаточно хирургических перчаток, использовали хозяйственное мыло, чтобы намылить руки и дать им подсохнуть. Даже если хирург случайно порезался, риск заражения был минимальным. Косметология. Интересно, что хозяйственное мыло можно использовать для мытья головы. Если регулярно использовать его для мытья волос, то это поможет сделать волосы гуще и избавиться от перхоти. Моя соседка моет голову сначала шампунем, чтобы смыть грязь, а затем наносит на волосы пену из хозяйственного мыла, тщательно смывает и ополаскивает лимонной водой. Ее волосы густые и здоровые. Если у вас проблемная кожа лица с прыщиками, акне или покраснениями, то вы можете умываться хозяйственным мылом 2 раза в неделю. Но не забывайте использовать крем после умывания. Такое умывание может подтянуть кожу, высушить проблемные места и улучшить ее состояние. Можно сказать, что это похоже на современный пилинг для лица. Гигиена. Если вы любите посещать русскую баню, то перед парением рекомендуется замочить березовый веник в растворе горячей воды, в которую добавили хозяйственное мыло. Это поможет очистить кожу и придать ей упругость и здоровый вид. Кроме того, для профилактики заболеваний полости рта хорошо промывать щетку после каждой чистки зубов, намылив ее хозяйственным мылом и оставляя так до следующей чистки. Однако перед повторным использованием щетку необходимо тщательно промыть. В быту и домашнем хозяйстве. Хозяйственное мыло имеет очень сильную щелочную субстанцию, которая с легкостью справляется с различными загрязнениями, не повреждая при этом ткани.
Для стирки органических пятен на белых, хлопковых или бумажных вещах лучше использовать хозяйственное мыло, так как оно является отличным отбеливателем. После стирки натуральные ткани приобретают мягкость, а вязаные вещи становятся пушистыми. Хозяйственное мыло также не вызывает аллергии, поэтому его долгое время рекомендовали использовать для стирки белья маленьких детей. Даже при обработке растений часто используют мыльный раствор, и не нужно бояться, что он может нанести вред земле. Если у вас дома есть хозяйственное мыло, то рекомендуется приобрести его, поскольку оно может помочь в разных ситуациях. Польза от применения хозяйственного мыла огромна, а самое главное, что оно не представляет опасности для здоровья, в отличие от химических синтетических средств, которые часто используют для очистки и уборки. Не стоит преувеличивать лечебные свойства хозяйственного мыла и приписывать ему чудодейственные качества. Оно содержит щелочь в высокой концентрации, поэтому нужно использовать его осторожно и соблюдать меры предосторожности. Хозяйственное мыло выполняет свою основную функцию – растворение жирового налета на поверхностях и удаление стойких пятен с тканей. Однако при частом использовании хозяйственного мыла вместо туалетного может происходить многократное разрушение природного слоя эпидермиса из-за высокой концентрации щелочи, что приводит к сухости, воспалению, шелушению и потере эластичности кожи. Несмотря на высокие антибактериальные свойства хозяйственного мыла, его нельзя использовать для мытья тела ежедневно, чтобы избежать нарушения естественного защитного барьера кожи и снижения иммунитета. Для достижения пользы от умывания хозяйственным мылом необходимо ограничиться 1-2 разами в неделю. Кроме того, в настоящее время очень редко встречается настоящее хозяйственное мыло с натуральным составом, так как некоторые производители вводят в его состав синтетические компоненты, такие как сульфаты и отдушки, что негативно сказывается на его полезных качествах. При приобретении хозяйственного мыла в косметических целях необходимо внимательно изучать его состав, чтобы исключить возможный вред для организма. Хозяйственное мыло содержит диоксид титана, который придает ему белоснежный цвет, однако может быть канцерогенным. Синтетические отдушки, которые используют в мыле, могут придавать приятный запах, но могут также вызывать аллергию. Как выбрать мыло? При выборе хозяйственного мыла следует обращать внимание на его цвет и запах. Темный цвет и неприятный запах могут указывать на использование неочищенных жиров, что может снизить моющую способность мыла. Лучше выбирать мыло с глянцевым верхним слоем и янтарным цветом, так как высокое содержание жирных кислот в нем обеспечивает более эффективное очищение. Однако мыло с высоким содержанием жирных кислот может быть агрессивным для кожи. Также следует обратить внимание на срок годности и качество. Если мыло испортилось, то оно может крошиться при нарезке. В целом, хозяйственное мыло может быть эффективным и недорогим средством для ухода за кожей, а также использоваться в косметологии, медицине и быту. Лучшее хозяйственное мыло не должно содержать вредных химических веществ. Если вам интересна тема здоровья, подпишитесь на наш канал, чтобы получать новые видео и статьи о медицине. Буду признателен, если вы поставите лайки и напишите свои комментарии. Это мотивирует нас снимать больше качественных видео для вас.